Looking at this generation, feeling hopeless. Looking across my shoulder, keep my eyes open, keep my mind focused. Ain't no hocus pocus, cause when it's all said and done, they will all know us. Ну что, всем привет! Сегодня я вам расскажу про текущие задачи и проблемы, а конкретно о чертеже буду рассказывать уже по ходу. На данный момент я только закончил конструировать гусеницу, поэтому первостепенная задача – это напечатать ее и попробовать собрать. Начну я с самых важных и несущих большую нагрузку деталей – с креплений для гусеницы. Я их создавал около 3 дней, поэтому надеюсь, что смог все продумать как следует. Печатались эти 5 частей целую неделю. Крепить их я решил тем же метровым стержнем М3, как и основы амортов. Кстати, сейчас вы видите пробник, напечатанный еще недели 3 назад. Тогда мы проверяли аморт и вообще работающая эта идея или нет. Найти пружину – это, оказывается, достаточно сложная задача. Дело в том, что в нашем танке используется 16 нестандартных одинаковых пружин. Мы перерыли весь интернет в поисках чего-нибудь подобного. В итоге нашлось только у моего дедули. И нашлась там целая связка пружин, но на растяжение. А так как нам требовались пружины на сжатие, то мы их просто растянули, нарезали и получили долгожданные пружинки. Есть единственное опасение, что их силы не хватит, потому что одна пружина выдерживает вес около 1 килограмма. У нас их 10, и получается 10 килограмм. Но при такой массе танка пружины полностью сожмутся. Так что у нас на самом деле ограничение в весе около 3-4 килограмм. И учитывая ход подвески в 3 сантиметра, возможно, придется усилить пружины, особенно сзади, потому что там будут стоять двигатели. Кстати, у нас они тоже есть, но об этом чуть позже. Также на днях думали с Эльдаром, как соединять гуслянки между собой. Очень давно еще купили проволоку 1,5 миллиметровую 30 метров, чтобы потом нарезать и выпрямлять ее. Но только сейчас осознали, что выпрямлять их будет проблематично. И к тому же у нас примерно 160 соединений, и малейшее трение в каждом из них приведет к очень трудноподвижной системе в итоге. Поэтому решили купить гвозди. Для полной сборки всей амортизационной системы остается напечатать только трубки амортов. Кстати, даже такая маленькая деталь менялась. Вы можете увидеть, что площадь основания, на которой упирается пружина, увеличилась. Это сделано для того, чтобы пружину не перекашивало и в конце концов она не соскочила вниз. Мне надо таких еще 9 штук. Располагаем их на столе и отправляем в печать. Еду покупать гвозди, прутик М3 метровый. Купил все, что надо. Еду домой. Теперь можно собрать всю основу гусеницы. В принципе, мне нравится, но есть несколько просчетов. Первое. Зазоры, которые я оставил между деталями, оказались несколько великоватыми. Второе. Из-за странной печати все выступы имеют непонятные скаты. И третье. У меня сломалась самая большая деталь. А вот тут стоит осознать одну очень печальную вещь. Это что, скорее всего, все детали будут потом перепечатываться. Ну ладно, пока мы ее либо заклеим, либо просто зацепим к будущему корпусу другими болтами. А сейчас заодно расскажу про эту здоровую деталь. Она состоит из 2 частей. Из обычного крепления аморта и из ленивца. Ленивец, если кто не знает, это такой специальный каток, который поддерживает натяжение гусеницы. Над ним мы возились очень много. Было около 5 идей, прежде чем мы пришли именно к такому решению.
Дело в том, что дизайн ленивца должен соответствовать определенным критериям. Он должен иметь минимальный люфт при движении, потому что от него зависит, не соскочит ли гусеница при повороте на скорости. Также у него должна иметься достаточная сила для натяжения всей гусеницы, чтобы при смене направления вращения натяжение не исчезало. Но самая большая проблема у нас – это что там мало места, особенно сверху и снизу. Именно поэтому наш ленивец такой широкий. Дальше я провел ряд тестов, в ходе которых некоторые детали потерпели ряд изменений. Таким образом, у всех гуслянок была изменена длина ушек, потому что, приложив определенную силу, я смог разорвать их. Из-за не очень исправной совместной работы ведущего катка и гуслянок было решено убрать перегородки на ведущем катке, ведь привод все равно осуществляется за счет внешних отверстий. Опять вылезла давняя проблема. Пластик запутался на катушке и в конце концов порвался. Я решил повесить катушку сбоку, чтобы пластик не заламывался при натяжении. И пока что проблем не возникало. Также недавно заказал нужные нам подшипники, так что скоро сможем проверить работу уже всех катков и всей гусеницы в целом. Так что встретимся с вами совсем скоро с новыми новостями о нашем танке.